Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 5 апреля. Поехали! Американский штат Флорида второй день подряд испытывает на себе прохождение градового шторма. Только сегодня град был действительно огромным, и некоторые экземпляры достигали 6 сантиметров в диаметре. Округ Хайлендс, в котором и были зафиксированы самые большие градины, впервые пострадал от такого крупного града. Эти глыбы льда крушили все вокруг, пострадали дома местных жителей, побиты как окна, так и крыши. Не остались без внимания этих градин и автотранспорт. Они оставили свой след в виде помятых капотов и крыш разбитых стекол. Обычно град выпадает в среднем около 15 минут. Этот же градовый шторм длился почти полчаса. Последствия от его прохождения, как и нанесенный урон, большие. Мало этого, местные жители сообщают о сильных порывах ветра, которые составили 25 метров в секунду. Этот ветер повалил несколько деревьев и линий столбов электропередачи. Власти приступили к оценке повреждений от буйства стихии, а местные жители поделились фото и видео последствий от выпадения этого града. Ураганный ветер был отмечен в столице Азербайджана Баку. По информации местных СМИ, такие погодные условия наблюдаются уже вторые сутки. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Сообщается, что в результате буйства стихии 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Порывы ветра в Баку и Сумгаите достигали сумасшедших 40 метров в секунду. Ветер срывал крыши с многоэтажных домов, школ и госучреждений, валил деревья, а некоторые вырывал с корнем. Пострадало много припаркованных автомобилей, на которые падали эти деревья и крупные ветви. Мало этого, была отмечена пылевая буря. Очевидцы события прислали видео, как это было. Видимость местами не превышала и 40 метров. Власти Баку призвали водителей учитывать непогоду при движении на личном автотранспорте. Учитывая сильный ветер, пешеходам следует соблюдать осторожность при движении рядом с высотными зданиями и деревьями. В Саратовской области власти готовятся к серьезному половодью. На утро 5 апреля, по информации местных СМИ, затопленными остаются 15 мостов. Из-за половодья организовано 5 лодочных переправ в Актарском, Самойловском и Лысогорских районах. В Дергачевском районе из-за перелитой дороги остаются отрезанными 3 населенных пункта, в которых проживает около 500 человек. В Новоузенском районе из-за перелива участка дороги талыми водами отрезаны 15 населенных пунктов. Ситуация ухудшается с каждым часом, а уровень воды продолжает постоянно расти. В Балтийском районе из-за резкого подъема уровня воды на реке Алтай в зону подтопления попали территории 20 домов в селе Царевщина. Жилыми остаются только 6 домов, в них проживает 13 человек и из них 5 детей. Местные власти уже начинают опасаться, чтобы в этом году половодье не повторило ситуацию, которая сложилась в 2018 году. Тогда уровень паводка местами превышал метр и более. На северо-востоке Мексики продолжает полыхать лесной пожар, который уже называют самым интенсивным для региона за последние несколько лет. Огонь распространяется все шире, способствует жара и сильный ветер. Этим огнем уже уничтожено 3500 гектаров леса и лугов. Также местные СМИ сообщают, что пожар уничтожил десятки домов, 70 семей были эвакуированы во временные убежища. В тушении огня задействовано 300 пожарных и волонтеров, 2 самолета и 4 вертолета. В основном крупные очаги возгорания находятся в штате Оахака. Крупные лесные пожары в Мексике спровоцировали дымовую завесу, которая накрыла столицу страны. Национальная метеослужба США заявила, что уже к концу недели дым от лесных пожаров в Мексике достигнет Техаса. Городская комиссия по вопросам окружающей среды попросила местных жителей не покидать свои дома и воздержаться от прогулок на улице. Более того, в ближайшие дни уровень смога и углекислого газа будет только расти. Ситуация с наводнениями в Австралии остается на критическом уровне. Дожди практически прекратились, но уровень воды до сих пор в некоторых районах остается на опасном уровне.
Местные власти бросили все силы на восстановление инфраструктуры для того, чтобы местные жители смогли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни и в свои дома. Помимо этого, в ряде регионов были отмечены сходы оползней, в которых, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Местные жители Квинсленда, которые заняты в ликвидации последствий от наводнения, сообщают о шокирующем росте числа вредителей и животных, которые ищут более благоприятные места. Крысы, тараканы и змеи все чаще появляются в пригородных домах и ресторанах. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году с нашествием пауков, а также мышей. Многие пауки забрались в дома, такая же ситуация и с грызунами. Сильнейшие ливни охватили север Африки, в частности Марокко. Проливные дожди, которые шли здесь практически двое суток, привели к переполнению рек и выходу их из берегов. В результате несколько городов оказались затоплены с уровнем паводка, превышающим 1 метр. Как сообщают местные СМИ, стихия разрушила более 2000 домов. Потоки воды, которые неслись по улицам, были настолько сильными, что сметали с дорог автомобили и людей. На данный момент погибших не отмечено, но 5 человек числятся пропавшими без вести. По данным местных властей, за 9 часов выпало 100 мм осадков, а это норма осадков за 2 месяца. Пострадали дороги и инфраструктура, улицы завалены грязью и мусором. В 5 провинциях Марокко все еще действуют предупреждения о ливнях. Власти уже приступили к оценке нанесенных повреждений после этих наводнений. Оказывается помощь населению, ведутся работы по откачке воды. Управление по чрезвычайным ситуациям округа Хейвуд в Северной Каролине сообщило, что крупный лесной пожар, который сформировался здесь еще в воскресенье вечером, угрожает домам местных жителей в районе долины Мэгги. На данный момент огнем охвачена территория, превышающая 2000 гектар. При этом, как сообщают пожарные силы, пламя сдержано всего лишь на 10%. А это означает, что пожар продолжает разрастаться. Власти уже объявили эвакуацию населения к северу от Плес Андервуд Роуд. Более 40 домов находятся в непосредственной близости от огня. Пожарные и волонтеры максимально стараются не допустить распространения огня на этот жилой район. К тушению огня власти привлекли и авиацию. В прошлом году в Северной Каролине был отмечен один из сильнейших пожаров, который заставил эвакуироваться порядка 2000 местных жителей и уничтожил порядка 200 домов. По американскому штату Техас прошла серия сильных ветров и несколько торнадо. С позднего вечера были отмечены сильные порывы ветра, достигающие 30 метров в секунду. А также были отмечены сильные грозы, которые стали причиной отключения электроэнергии почти у 20 тысяч местных жителей. На данный момент уже известно о повреждениях, которые включали в себя повреждения зданий, поваленные деревья, оборванные линии электропередач, а также перевернутые тягачи с прицепами. Возле Альварадо был замечен торнадо, который сорвал крыши с нескольких зданий. По сообщениям местных СМИ, жертв и пострадавших не отмечено. Местные власти выпустили оранжевое погодное предупреждение опасности, а также обратились к местным жителям, чтобы они были внимательными при движении на личном автотранспорте. В Хорватии в прошлом году в апреле месяце впервые за 30 лет выпал снег. Аналогичная ситуация наблюдается и в этом году. От сильных снегопадов больше всего пострадал регион Далмации, центром которого является Сплит, расположенный на побережье Адриатического моря. Из-за сложных погодных условий на основных автотрассах наблюдались проблемы в транспортном сообщении. В некоторых городах за несколько часов выпало более 10 сантиметров снега. Снег будет лежать недолго, так как температура в столице Хорватии сегодня превышает 16 градусов по Цельсию. Такие снежные осадки, несомненно, вызвали изумление и радость у местных жителей. Многие поделились фото и видео в социальных сетях. В прошлом году ситуация была куда хуже. Ветки деревьев ломались под тяжестью снега и падали на припаркованные машины. В итоге пострадали люди. За последние сутки на Земле произошло 135 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале.
Озеро Пауэлл – это огромное водохранилище на реке Колорадо в США и одно из самых популярных мест для отдыха местных жителей. Оно интересно своим расположением в огромном Глен-каньоне, образованном руслом реки Колорадо, на территории двух американских штатов Аризона и Юта. Также является вторым по величине искусственным озером в США. Это озеро протянулось на 298 километров в длину среди красных скал от города Пейдж, где находится плотина Глен-каньона высотой 178 метров, до города Хайд и содержит около 30 кубических метров воды. Максимальная площадь поверхности 1627 квадратных километров. Свое название озеро Пауэлл получило в честь однорукого ветерана гражданской войны в Северной Америке Джона Пауэлла, который в 1869 году стал первым, кто исследовал реку Колорадо. Он также возглавил легендарную экспедицию по ее каньонам на 3 деревянных лодках. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.